Что если все, что ты отвергал, и есть то, что должно было спасти тебя? А зло — просто урок, который ты пока не понял. А тьма существует, чтобы ты научился светить. То, что мы привыкли называть злом, часто оказывается дверью, которую мы боимся открыть. Самые болезненные удары судьбы оборачиваются величайшими дарами. То, что ломает, собирает заново, но уже сильнее. То, что кажется концом, становится началом нового понимания. Мы называем это страданиями, испытаниями, несправедливостью. Но что, если это другой язык, на котором с нами говорит сама жизнь? Это видео не лекция. Это откровение. История, в которой потеря, боль и одиночество обернулись свободой, покоем и светом. В этом видео ты узнаешь, почему зло может стать началом пробуждения, как события, кажущиеся страшными, ведут к новой жизни, почему отказ от борьбы не поражение, а ключ к силе. Ты не обязан верить, но если готов заглянуть в темноту, возможно, увидишь там свет. С вами Ашраэлин. Вы на канале, где простым языком раскрываются тайны нашего сознания и мироздания, чтобы лучше познать себя и свою роль в этом мире. Жизнь — это бесконечный поток событий, которые мы привыкли делить на добро и зло, на удачи и неудачи, на свет и тьму. Мы все словно художники, которые глядят на один и тот же пейзаж, но одни видят в нем гармонию и красоту, а другие — хаос и уродство. Но что, если эти понятия — лишь иллюзия, ибо не все, что нам кажется злом, таковым является на самом деле, и не все, что мы зовем добром, есть добро в реальности. Возьмем, к примеру, многим известную историю о фермере, который однажды потерял свою лошадь. Соседи сочувствовали ему, говоря: «Какое несчастье!» Но фермер лишь спокойно ответил: «Кто знает, что есть добро, а что зло?» Через несколько дней лошадь вернулась, приведя с собой диких коней. Соседи радовались. Какая удача! Но фермер снова сказал: «Кто знает?». Вскоре его сын, пытаясь объездить одного из диких коней, упал и сломал ногу. Соседи опять заговорили о несчастье, но фермер оставался невозмутим. А потом началась война, и всех молодых мужчин забрали в армию, кроме сына фермера, который из-за травмы остался дома. И снова вопрос: было ли это добром или злом? Эта притча — прекрасная иллюстрация того, как наши оценки событий часто оказываются поверхностными и ограниченными. Мы думаем, что совершаем добро, но результат может оказаться противоположным. Мы желаем кому-то зла, а в итоге приносим благо. Почему? Потому что наше восприятие заперто не только в узких рамках времени и пространства, но и в границах своего опыта, своих привязок и возможностей. Мы видим лишь крошечный фрагмент огромной картины, которую рисует Творец. Людские рассуждения о происходящем — это как попытка разгадать узор на огромном ковре, глядя на него лишь через крошечную замочную скважину. Мы строим догадки, домыслы, пытаемся понять, почему все происходит именно так, а не иначе. На протяжении своей жизни я столкнулся с множеством примеров, когда одно единственное событие оказывало на человека колоссальное влияние, способное полностью разрушить его существование. Но вот парадокс. По прошествии месяцев или даже лет выясняется, что именно эти разрушительные события стали поворотными моментами в жизни людей. Когда кажется, что жизнь кончена, вдруг раздается внутренний голос: это еще не конец. Так, рано или поздно оказывается, что катастрофа, считавшаяся безмерной бедой, на самом деле стала самым ценным уроком. Разрушая старые привычки и убеждения, она открыла двери в совершенно иной мир, наполненный новыми возможностями. Однажды жизнь ударила и меня с такой силой, что казалось, все кончено. В одно мгновение я потерял все – бизнес, репутацию, свободу. Но самое страшное – я потерял себя. Когда железные двери захлопнулись за моей спиной, а несправедливый приговор лишил меня всего, мой мир рухнул. Я бился, как рыба об лед, писал бесконечные жалобы, устраивал протесты, объявил голодовку. Мое тело слабело, но я упрямо продолжал. Я не заслужил этого. Это ошибка.
Каждый день был борьбой, пока однажды утром я не проснулся с невероятным озарением. Это было подобно удару молнии. Вдруг я увидел, настоящая тюрьма была не вокруг, а внутри меня. Мои страхи, обиды, сопротивление — вот что держало меня в заточении. И в тот миг все изменилось. Голодовка продолжилась, но теперь это был священный ритуал. Моя камера превратилась в келью монаха. Вместо ненависти — медитации. Вместо отчаяния — молитвы. Я пробовал десятки духовных практик, пока однажды не нашел ту самую дорогу к своему истинному «я». Стены, которые казались мне проклятием, стали благословением. В тишине одиночества я услышал голос души. В темноте увидел свет истины. То, что начиналось как катастрофа, стало величайшим даром. Сегодня, спустя годы, я благодарен каждому дню в монастыре. Он научил меня главному. Когда жизнь ставит тебя на колени, ты в идеальной позиции для духовного роста. Сопротивление — это буря, которая топит корабль. Принятие — парус, ведущий к спасению. Самые страшные темницы — это наши страхи и обиды. И ключ к свободе у каждого в кармане. Нужно было лишь перестать трясти дверь и заглянуть внутрь себя. В следующем ролике я подробно с множественными примерами расскажу, как тюремные стены ломают, чтобы собрать человека заново и сделать сильнее, почему Достоевский, Мандела, Троцкий и очень многие другие прошли через заключение и вышли другими, что происходит с сознанием, когда выбора нет, а свобода остается. Я буду говорить не про криминал, а про трансформацию. Ну а сейчас продолжу тему об иллюзорности добра и зла, утверждая, что в реальности все события нейтральны сами по себе, но лишь в нашем восприятии они вызывают положительные или отрицательные эмоции. Добро и зло — это лишь наши субъективные оценки, ярлыки, которые мы навешиваем на происходящее вокруг. Сами же события — это уроки, испытания, данные нам для роста и осознания. Все они — абсолютное благо, даже если кажутся нам горькими, жестокими или несправедливыми. Добро и зло — это две стороны одной монеты, вечно сменяющие друг друга в глазах того, кто оценивает. Но в реальности нет излишков ни того, ни другого. Все находится в совершенном балансе, и каждое событие — это отражение того, что уже заложено внутри нас. Представьте зеркало, которое отражает не только наше лицо, но и нашу душу. Если внутри нас живет гнев, мир отвечает нам конфликтами. Если в нас есть смирение и принятие, мир дарит нам гармонию. Внешний мир — это лишь проекция нашего внутреннего состояния. И когда мы осуждаем или отрицаем то, что кажется нам злом, мы лишь увеличиваем свои страдания и отдаляемся от понимания истинной сути происходящего. Борьба с внешними обстоятельствами без понимания их внутренней причины — это как попытка вычерпать океан ложкой. Чтобы решить задачу, нужно не отталкивать ее, а принять, погрузиться в нее, найти ее корень внутри себя. Ключом к внутренней гармонии и спокойствию является осознание. Когда мы начинаем видеть события не как случайные удары судьбы, а как уроки, данные нам для роста, наше восприятие меняется. Каждая ситуация, каждая трагедия и ошибка — это не враг, а союзник на пути к себе. Они как зеркала, которые показывают нам то, что мы не хотим видеть, но что необходимо для нашего роста. Ведь даже самая темная ночь ведет к рассвету, а каждая буря — к ясному небу. В одном из видеороликов я уже упоминал фильм «Матрица» братьев Вачовски. История Нео — это путь от черно-белого восприятия к мудрости целостности. Вот какие ключевые выводы он сделал. Во-первых, мир не делится на добро и зло. Матрица, казавшаяся тюрьмой, оказалась сложной системой равновесия, где даже угнетение служит высшей гармонии. Во-вторых, свобода в принятии, а не в разрушении. Нео перестал бороться с системой и обрел настоящую силу, став ее осознанной частью. В-третьих, все едино, виртуальное и реальное, угнетение и свобода оказались разными гранями одного целого. Как говорил сам Нео, принять не значит сдаться.
Это значит увидеть правду. Разделяя внешний мир и события на черное и белое, мы разделяем и внутреннего себя на грешника и святого. Вместо того, чтобы принять себя такими, как есть, мы пытаемся убить часть себя. Наши ошибки, которые мы совершаем в жизни, это не случайности, это запланированные шаги на пути к осознанию. Ошибки не являются ошибками в привычном нами понимании. Для человека это способ на опыте понять, к чему приводят те или иные поступки, изучить причину и следствие. Люди часто задаются вопросом, почему в мире есть зло, и почему Бог его не останавливает, раз Он есть любовь и добро. Попробую дать подробный ответ на этот вопрос. Во-первых, Бог — это не какой-то отдельный персонаж, который сидит где-то на небесах и щелкает пальцами, чтобы что-то запретить или разрешить. Бог — это само существование, сама жизнь, абсолют, в котором есть все — и свет, и тьма, и радость, и страдания. Если бы Бог убрал зло, то исчезла бы и сама возможность выбора, роста, осознания. Это все равно, что вырезать из фильма все негативные моменты. Тогда не будет ни драмы, ни развития, ни осознания и урока для зрителей. Во-вторых, то, что мы называем злом, на самом деле просто события. Повторюсь, они нейтральны. Но наш ум, наше эго сразу кричит: это плохо, это не должно происходить. Тогда, когда что-то противоречит нашим желаниям и ожиданиям. Подумайте, для волка убить оленя – зло? Нет, это природа. Для матери, защищающей ребенка, убийство нападающего – зло? Нет, это спасение. Для души, которая пришла в этот мир, чтобы научиться состраданию, боль – зло? Нет, это урок. Мы судим по кусочку пазла, не видя всей картины. Но если бы нам открылась вся цепочка событий, от начала до конца, мы бы поняли, что даже самое ужасное ведет к чему-то большему, сокрытому от глаз, к всеобщему благу и развитию. Мир — это школа, а страдания — это уроки. Представь, что душа приходит в этот мир, как ученик в класс. Ей нужно научиться многому. Например, любви. Но как познать любовь, если не испытать потерю? А как научиться смелости, если не пройти через страх? А как стать сострадательным, если не увидеть чужую боль? Зло существует не потому, что Бог его допускает, а потому, что без него не было бы развития. Как спортсмен качает мышцы через боль, так и душа растет через испытания. Почему Бог не вмешивается? Потому что это лишило бы нас иллюзии свободы и самостоятельного выбора, а значит и развития. Свобода выбора, пусть и мнимая, помогает творящим зло осознать свои ошибки, возможно, не в этой жизни, но когда-нибудь. Тем, кто страдает, помогает найти в себе силы пройти через это и стать сильнее. А тем, кто наблюдает, научиться милосердию, справедливости или, наоборот, понять, как не надо поступать. Все есть благо, даже если мы этого не видим. Да, звучит жестоко. Как могут быть благом война, болезнь, смерть? Но если бы мы видели весь путь души, ее прошлые жизни, будущие воплощения, причины и следствия, мы бы поняли, что даже самое страшное ведет к чему-то важному. Может, жертва насилия в следующей жизни станет тем, кто защитит тысячи других. Может, тиран, пройдя через адские муки совести, переродится святым. Может, чья-то смерть пробудит в других такую любовь, которая изменит мир. Мы не знаем, но Творец знает. И потому все идет так, как должно. Зло — это не ошибка системы, а ее необходимая часть. Бог не допускает зло, оно просто есть, как тень от света. Без него не было бы выбора, не было бы роста, не было бы нас, настоящих, живых, способных любить, страдать, прощать и становиться мудрее. Это не оправдание зла, а напоминание. Даже в самых темных моментах есть смысл. Наша задача — не проклинать тьму, а найти в ней урок и стать светлее. Как говорил один мудрец, если бы все молитвы о мире исполнялись, человечество так и осталось бы вечными детьми. Но Бог любит нас слишком сильно, чтобы лишить нас взросления. До встречи в следующих выпусках. И пусть живая осознанность
сопровождает вас на каждом шагу, друзья мои.